Пошел я в зал, и тип ходит, похож на Сэм Альтман. Знаешь, Сэм Альтман? Для тех, кто не знает, Сэм Альтман, один из основателей OpenAI, создателя ChatGPT. Ага. И вот чувак был похож на него. Я такой набрался смелости, подхожу к нему, говорю, показываю, говорю, вы знаете, что типа похоже? Вот на этого человека. Он, я не знаю, кто это. Я говорю, нормальный парень, получается. как ты, да, вот все нормальные. Нормис. Не знаю, Нормис, да, не панк. И, короче, он говорит, да, мне говорит, что на Путина похож. Представляешь? Я не видел просто. Как Путин выглядит? Как Сэм Альтман. Сэм Альтман. Как он выглядит? Давай посмотрим. Вряд ли Путин, конечно. Да, ты понимаешь, какой разброс? Что да. Чуваку говорит, ты похож на Путина. Я к нему подхожу, ты похож на него. Мне говорят, что он похож на Путина. Но вот это мне показалось интересно. Прикольно, что ты можешь к людям вообще подходить. Блин, набрался смелости. Ты долго ходил вокруг него? Нет, знаешь... А ты в чат GPT не загуглил, как подойти к человеку, который похож на создателя? Да. Как подойти к твоему создателю, к человеку, похожему на твоего создателя. Создатель. Нет, знаешь, как получилось, что я переодеваться пришел. Я видел его в зале, он ходил, тренировался. Я заметил, да, что есть схожесть. Подхожу, потом уже в раздевалке. Смотрю, так совпало, что он сидит, точнее, переодевается. Голый, да? Голый еще больше похож на... Я смотрю, у него пенис, блин. Точно как у Сэма Альтмана. А я все равно вот этот барьер есть. Всегда, знаешь, вот это чувство... Да, я просто пытаюсь понять. Я редко подхожу к людям. Но это потому что это у всех такая... Это, мне кажется, нужно у психолога спросить, как преодолеть этот барьер. Нужно ли вообще его преодолевать? Как ты думаешь? Мне кажется, это в первую очередь, у меня, наверное, зависит от того, что обо мне люди подумают, я об этом переживаю. Я думаю, если подойду к нему, он такой, что за дурачок. Это, мне кажется, это у большинства. И из-за этого только, наверное, не подходишь как-то. А у тебя есть желание прям подходить к кому-то? Нет. Не, может быть, это как... Но у меня есть еще это такое... следствие того, что... У меня еще есть такое, что если я вижу кого-то, популярного там, я такой, нихуя себе, что я к тебе буду сейчас подходить. У тебя это... Понял, что, ЧСВ у тебя больше? Да. Тоже, что типа, кто ты? У меня, короче, нет середины золотой. У меня есть либо кто я такой, чтобы подходить к незнакомому, а если это какой-то, я знаменитый человек, я такой, да кто ты такой вообще? А какой уровень знаменитости? Я к тебе подходил. Владимир Владимирович, понятно. К Владимиру Владимировичу я подошел. И водочки выпил. Это однозначно. Почему? А если он предпочитает виски? Пофиг? Без разницы, какой алкоголь, короче, да, какой-нибудь. Может, он вообще не пьет алкоголь, мы с ним посмузичаем. Может быть, он пьет Lead Energy? Посмузичаем. Блин, это было бы, кстати, забавно, если бы пришли к нему, у него холодильник Lead Energy забит. Как что да, он Литвина, смотрит. Да. Блин, да как-то сидели с ним. Вот с ним я водочку пил. Классный блогер. Я вас, блогеров, не понимаю, но он классный. Водку с Lead Energy. Как знаешь, какой с Red Bull. Да. Сейчас водку с Lead Energy наш, пьют. отечественный. Вот, ребята могут. Можешь показать, как Путин бы сказал? Нет. Я думаю, это будет неэтично с моей стороны. Почему? Я плохо пародирую людей. Так и что в итоге-то ты хотел про это? Нет, я же тебе говорю, что разброс. Разброс? Что Путин и Сэм Альтман, да, ты говоришь, вообще как бы... оно же, видимо, как и ты говоришь, что надо быть в общении с человеком. Видимо, там человек вообще не знаком с Путиным, поэтому... это же публичная фигура, что из каждого много. утюга. Я же тоже не особо прям слежу за ним. Просто есть люди, которые... внешне, ты же знаешь, как он... примерно знаю, наверное, да. Путин? Нет, в смысле... Если не учитывать, что двойники у него есть. это он у меня в голове есть какой-то образ. И на картинке я там пойму, что это Путин. Но у меня нет такого, если ты в жизни увидишь, ты не поймешь, что это... Возможно. Мне кажется, вряд ли. Я не особо обращаю внимание на лица людей. Это знаешь, это как... Сталин, опять же. Ты же знаешь, как он выглядит. Да. Вряд ли ты его увидишь. Нет, в том-то и дело, что я Сталина знаю только по картинам. Да. То есть для меня какой-то человек с усами и с грузинской национальностью в какой-то момент... Потенциально Сталином, может быть, похож на Сталина, потому что у меня размытое представление о Сталине. Потому что я видел там 3-4 картинки, может быть. Серьезно? Да, и все, я же...
Не, ну... Либо кино какое-то, вот, знаешь, там в кино играют Сталина, и вот поэтому я... Ну вот как раз кино... Вот если вот я с тобой общаюсь, да, я вот могу сказать там, если я кого-то на тебя похожим увижу, я вот хорошо пойму, что типа, этот человек похож на Дмитрия Козловского. Камбербэтч похож на Дмитрия Козловского? Да, вот... Дмитрий Козловский. Да не похож, Бенедикт. уже как будто не похож. В 40 лет уже стирается. Либо ты уже как получше меня типа, узнал, да, что типа стерлось это, да? Это если да, это вот первое впечатление можно такое как бы предположить. Даже не знаю, это не заход, это просто вот первое, что вот нужно преодолевать, вот, чтобы к человеку подойти. Ну, ты знаешь, вот я бы не подходил, это просто как практика, что вот нужно преодолевать, себя перебарывать, подходить. Стало интересно, надо... Вот я просто читал все вот эти исследования, ну, не все, а какую-то часть, что любое взаимодействие, любой навык нужно тренировать. Ну да. И чтобы вот лучше общаться с людьми, нужно больше общаться с людьми, соответственно. У меня бывают периоды, когда вот я, знаешь, вот дома сижу, ну, вот у меня работа дома, то я как бы не контактирую. У меня, короче, знаешь, как бывает, иногда на работе, ну, типа, я же в офисе работаю, там много людей, и иногда я в каком-то юмористическом потоке, знаешь, иногда я супер разъебываю офис. Ну, типа, понял? Нет, ты разъебываешь, бьешь, суки, вы меня заебали. Да не, ну вот, типа, знаешь... Смешишь, короче, вот людей. Что не скажу, да, все заходит. Как будто, ну, встреваешь куда-нибудь в разговор с какой-то фразочкой. И она заходит. И она заходит, да. А иногда бывает, что... Смотрит на тебя. Встреваешь и сам такой думаешь, а я зачем это вообще сейчас сказал? Ради чего? И полдня сидишь, потом думаешь, ёб твою мать, зачем я это сказал? Типа вот такое, понял? Это вот тоже от чего зависит. Вот. Да. Много факторов ли на это влияет? Это мой поток или это еще... Типа, люди, что должны быть в ресурсе, да, так называемом. Даже не в ресурсе, а в желании принимать этот юмор. Блин, короче, у нас сегодня... Мы же типа помещение в аренду сдаем. Да. В субаренду. И у нас... Я просто выставил счет человеку, попросил бухгалтерию выставить. Мне бухгалтерия говорит, так он умер. Откуда бухгалтерия знает? Это какие-то приходят уведомления им, что вот там менеджер. Или это по слухам? Там менеджер по аренде им сказал, что вот этот человек умер, а он умер в апреле, а сейчас уже я считал за июнь, то есть он май еще как-то работал, кто-то там. И вот сейчас июньский счет. Ну, то есть там... Посмертно. Работа кипит. Выставил счет посмертно. Работа кипит, да, но вот субарендатор умер. Кипит, но уже без него. Да, и вот... А он как владелец или бизнеса? Может быть, просто владелец ИП, знаешь. Просто... Умер. Да. И там все вот всякие переоформления, работают другие, я вот не знаю. Но это вот... Было необычно. Интересный кейс. Короче, мне нравятся машины BMW, но такое ощущение, что сейчас на BMW, на саму марку в России ярлык навешан. Да, что машина долбоебов. Поворотники не включают. Нет. Типа, что эта машина вот... долбоебы. Нет, это же... Ты видел же вот эти много... Но это не из-за того, что... на BMW не включил поворотник, это понятно. Нет, не из-за того, что поворотники не включают, а из-за того, что моду на автомобили задают блогеры, условно. Что сейчас же... Это ты как... как гелик. Как факт ты говоришь? Да, как факт говорю. Но мне кажется, раньше BMW было у молодежи не востребовано. А пока не начались вот эти вот, тот же Литвин, кто там... Да любой, кого не возьми, у всех BMW. И из-за этого... Что типа блогеры долбоебы равно... Да, и из-за этого я BMW-исты. как бы типа не хочу себе покупать BMW, чтобы не быть в одном ряду, короче. Ну ты же хочешь себе Audi TT. Да, вот я Audi хочу. А вот если блогеры начнут покупать Audi TT, что ты будешь делать? Блин, мне придется... Сменить, да? Вкус изменить. Но тут видишь, тут они не начнут покупать Audi TT. Это мне надо стать супер популярным, купить себе Audi TT и сделать вот этот тенденцию изменить. Тенденцию, да, на покупку Audi. Ну, то есть, так как ты не долбоеб, это не будет долбоебская, да, машина? Ну, скорее всего. Ярлык не будет долбоебской машины. Ну, просто вот Гелендваген, да, раньше, это была бандитская машина всегда. Ну, да. Но потом начали же все покупать себе Гелендваген, вот. Там Валя Карнавал, словно там Гелендваген. Серьезно? Да. Кто такая вообще Валя Карнавал? Ну, какая-то бразильянка? тиктокерша. Из Бразилии, бразильский карнавал. Типа, и вот начали все вот успешные молодые блогеры себе покупать
Гелендваген, и он уже выглядит не как будто какой-то бандит едет, а как будто малолетка с телефоном вот в руках. На машины, ну, ярлыки сейчас вешаются. Может, это только у меня в голове ярлыки вешаются на эти машины. Но у меня просто такое ощущение, скорее всего, ну, возможно, просто. Может, кто-то наоборот думает, что круто, что вот у этого человека 100%. Есть BMW, я тоже поэтому хочу BMW. Нет, тенденция вот эти 100% это что факт, что типа, ну, геи ездят на BMW, там, типа, не включил поворотник пидорас. Типа, вот так, реально не видел это же дохера. Но ты видишь, потому что ты читаешь, ты комментарии это не из-за BMW, мне кажется, поворотник-то не включает. На любой машине можно. На любой, да, но почему-то прилепилось, что типа BMW, да. Вот именно, ну, и вот такой ярлык был повешен на BMW-водов, что вот типа они, ну, что типа вот гей, это я тебе серьезно говорю, ты потому что не в контексте комментариев, а это же вот такие паттерны, шаблоны, что типа вот это прослеживается. Как вот ты, вот гифки, ты вот не смотришь гифки, а есть же популярные, то же самое фа, и вот это там печальная скрипка там. Это что же как шаблоны, как мемы, вот это же миметичные звуки. Ну вот, и мне, короче, не нравится, что на все это, что тренды идут есть. Не с самых хороших людей, скажем так. Ну, вот, кстати, тоже вот этот тренд, что говорят о трендах, что типа деградация, и за счет этого, типа деградация, не видел, вот мне 100% попадались рилсы, причем недавно, что типа вот миллионы там контента, который про деградацию, там типа вот этот brain rot, и вот людям востребовано, а я вот такой вот весь красивый, говорю о возвышенном, и там в комментариях, знаешь, пишут, люди приходят, ну, опять же, там куча мнений, но пишет, там вот тоже там простыня, девушка написала, люди приходят развлекаться, типа вот после работы им нужно повтыкать, они не хотят там не смотреть твой визуал, не хотят там какие-то смыслы искать в твоем тексте, в твоем визуале, вот им нужно вот, чтобы там быстрый дофамин хавануть, и все. Ну вот такое. Мне кажется, всегда будет полярное мнение, что типа... Но все равно большинство вот будет за твое мнение. Может быть, это потому что ты его... Не, за твой вариант, вот если... ты имеешь в виду, что... Ну, который ты сейчас рассказал. Что, ну да. Ну, что девушка, да, вот это... Да, что там... Ну да, ну потому что большинство, 90% работяги, и там небольшой процент какой-то, ну, не 10, там еще, наверное, меньше. У тех, кто... Ну, то есть, это же верхушка, да, тех, кого мы видим, вот тех же блогеров, да, но это же там, я не знаю, даже там 0,01 миллионная, у кого там большие деньги. А еще есть те, кто не на виду. Это вот просто на виду, кто с деньгами они показывают. И то, знаешь, это показывают, ну, это, как часто говорят, успешный успех. Там сложно отделить, у кого там есть средства. Там BMW-то купить, она же доступна, в принципе, вот сейчас. Ну, понятно, не по 30%. Да любая машина доступна. Да, но вот я к тому, что если упороться, у тебя будет BMW, но зачем? Это же вот этот статус пресловутый. Ну вот это вот прикольно, что много же всего есть на Ютубе. Ну даже вот там условно математики есть популярные, там квантовой физики. Ну я имею в виду, что наука есть. Или что-то там познавательное. Ну типа образовательный контент, да? Да, но они не становятся кумирами типа молодежи. И люди все равно вот ставки на спорт, типа казино, вот это про что-то крутое. Но, знаешь, вот если про ученых говорить, мне кажется, у них, вот как говорят, у них качественная аудитория. Ну да, но почему нельзя, допустим, популярному человеку там, сделать себе выпуск там один там, с кем-то? Ну, условно, давай возьмем вот мы. Там, ну, давай вот мы Литвина, да, уже не знаю, что берем его. Давай. Типа, ну, у него же деградационный контент, скажем так. Ну, там, ну, мне кажется, по-любому уже каждый второй, наверное, да больше того. Ну, наверное, каждый второй там хорошо, зумер знает. Ну, вот Мистер Бист, у него деградационный. Ну, да, тоже деградационный контент. Мне кажется, он чуть повыше, потому что там хоть какой-то там... Ну, это же просто я имею в виду, что это развлекательный контент. Ну... Но я имею в виду, что, ну, сделай ты там раз в полгода, делай выпуск, там... Думаю, может, он делает. Может, мы просто не знаем. Может быть, знаешь, вот
Сейчас Да нет, ну все равно как-то огульно попадаются же рилсы, шорты типа с новых выпусков его, и там типа ничего не меняется. там типа разбил машину, построил футбольное поле, там взлетел на нем, сыграл в футбол, там что, прыгнул, блядь, с парашютом. Типа, ну сделай ты выпуск там. Пришли в МГУ послушать лекцию. Ничего не поняли, ушли. Ну я условно там, какой-то, ты сними даже там, придумай. Блин, ну что-то, чтобы молодежь чуть-чуть такая, есть не только энергетики. Мне Можно кажется, еще... он заложник аудитории, потому что аудитории это не нужно. Поэтому это знаешь... А разве ты еще заложник аудитории, когда у тебя все есть? Ну, все равно ты как бы зависишь от контента, который ты Да, мне кажется, если у него один выпуск не стрельнет, ничего с ним не случится уже. Мне кажется, если у него YouTube закроется, с ним уже ничего не случится. Типа он только на производстве своем. Типа. Ну, это философский вопрос, опять же, знаешь, как вот я же тебя об этом и спрашивал, вот что человеку достаточно, вот какая мера, что ему достаточно. Вот, ну возможно, да. Да, естественно, даже если там... Но мне кажется, тут просто мозгов недостаточно. Тут как будто... Но у него же все равно вот есть аналитики, которые видят, кто смотрит его. И ему типа так и хочется продолжать пичкать там вот этим. И даже не попробовать там рассказать что-то людям. Ну, даже условный Дудь снимал там выпуск про сперму. Ну, нет, там про ВИЧ, да, там вот он же снимал выпуск какой-то, хоть какой-то образовательный, что много там посмотрело людей, такие, ну вот поэтому, наверное, надо предохраняться. Ну, типа... Потом вышло про сперму, не нужно предохраняться. Ну, я просто к тому, что можно... Ну, Дудь немножко другой, у него все-таки умнее аудитория. Ну, да. Но я думаю, там тоже большинство сейчас зумеров. Думаешь? Что мне кажется, до сих пор зумеры у него? Ну, мне кажется, вот сейчас с этой либеральной повесткой... Зумеры равно либеральная повестка? Ну, это поколение, выросшее на Навальном, мне кажется, вот сейчас. Все. Отравленное либеральными идеями, типа, до сих пор? Ну, да. Не до сих пор, а они вот просто сейчас вырастают и остаются. А кто им другое мнение какое скажет? У нас из пропаганды кто-то Соловьев и Стас, как просто. Ну вот нет, видишь, я же тебе вот рассказывал, что я же точно так же относился к, что типа все плохо, Россия скоро загнется, и помимо Стаса как просто, тот же Лука Ябков, тоже пророссийский, вот Антонов, который я тебе говорил. Ну, это все оттуда же, потом Соболев же, он тоже пророссийский. Не, это просто, видишь, это надо... Возможно, ты не смотришь. Не, почему? Ну вот я смотрю Соболева там. Ну вот, что все-таки тенденция поменялась. Я их всех знаю, да, но... 100% тенденция поменялась. Что есть но ты же додумался до того, чтобы посмотреть там кого-то еще. Ну, знаешь, вот это курица или яйцо. Нет, это знаешь, как я вот, допустим, я вот смотрел какие-то выпуски там вот этих ФБК, да, там, когда Навальный был. Ну, он вам не Димон, да, типа? Да, это типа, же самое популярное. И я такой, блин, ну вот, типа, интересно, да. И в какой-то момент, вот когда вот там все это произошло, что там Навальный умер, там типа ФБК какую-то там хуйню начали снимать, и типа я вот начал смотреть Соболева, и вот я сейчас, если, ну типа, у меня просто нет такой мысли, что я такой, а что там ФБК делает, понял? Ну я к тому, что, возможно же, есть обратная сторона, которая до сих пор смотрит ФБК, 100%. И такие, да, ну я не буду смотреть Кац. Там пропаганду, да, вот Кац, кто там еще там. Кацизофилы смотрят. Те, кто не любит собак. Кац, Найки или кто? Да, Наки. Майкл да, Наки. Вот этот вот. Кто-то продолжает их смотреть и не смотрит что-то еще помимо этого. Ну, это вот пресловутый этот вакуум, пузырь вот этот информационный. Как вот легко на человека повлиять, да? Вот, да, легко. Что даже, понятно, что там идеи и какие-то устои ты меняешь. Не знаю, принципы можно менять? Тут как ты думаешь, принципы? Да кто его знает? Вот что принцип, да, вот принцип не любить, я принципиально не люблю Путина, да, вот. И потом в какой-то момент... Блин, вот как это принципиально? Что произошло, что у тебя принципиальная нелюбовь? Типа к человеку. Ну, вот это, знаешь, это же вот, до сих пор же обвиняют Путин. Ну да, вот пока мне не объяснили, понятно, что это, знаешь, как у Горького. «Жизнь Клима Самгина». Ага. И там же про революцию, и он, там вот тоже же предреволюционные вот эти все у людей мысли, у крестьян там появляется объясняющий человек. И вот что типа
как типа мир устроен, как там политический строй. Ну, нас бы назвали, наверное, мне кажется, пропагандист, вот, знаешь, пропаганда какая-то, что вот. И вот получается, что блогеры, вот они есть вот такие вот объясняющий человек. То есть это, прикинь, больше 100 лет назад вот тоже было какое-то блогерство, и вот такой же объясняющий человек, пока он не появился, и вот таким вот тугодумом, ну, как я, наверное, вот, нужно объяснять. Ну, да, любому человеку, наверное, нужно объяснять. Ну, так еще же не все слушают этих объясняющих людей. Нет, так это же даже вот, ну, во времена СССР это же вот диссиденты, вот эти там Солженицын, которого, ну, я не знаю, там много кто писал, что все плохо, но вот описали, что им плохо, но им-то нормально жилось. Ну да. Да всегда плохо. Ну, понятно, что никогда не будет. Недостаточно всегда будет. Вот я тебе об этом говорю, что вот где вот эта граница, где человек скажет, мне достаточно, вот он всегда будет ему мало, вот что-то будет не хватать. Вот. Поэтому, не знаю, вот, это сложно, что, знаешь, вот, опять же, вот ты решишь, вот мне всего достаточно. Я не знаю, что теоретизирую. У меня не было достаточно. Я не могу сказать, что значит достаточно. Не, оно, может, и не будет никогда достаточно, правильно ты говоришь. Ну, вот оно, да, в том-то и дело, что, мне кажется, никогда достаточно не будет. То есть это нужно вот усилием воли понять, что вот у тебя вот то, что вот ты имеешь, вот это оно и есть. Вот, что это, вот это и есть достаточно. Вот. Ну, ты должен стараться что-то улучшить, делать по мере сил, но если, допустим, вот, ну как вот, у тебя есть руки, ноги, ты здоров, у тебя нет рака, спидорака, и ты вот уже как бы, ты богат. Ну да. Как вот эти, знаешь, там картинки, которые чувак смотрит на машину, там, да, и у него нет ног. Ну, наверное, поэтому не будет никогда достаточно. Да, и за счет этого, ну... Ты всегда что-то хочешь. Это в человеческой крови, вот, знаешь, вот... Ну, я думаю, что вот в любом случае, когда у тебя ведь там 1 миллиард евро... Меньше проблем, меньше у тебя вопросов. Меньше хотелок. У тебя больше уже делалок каких-то. У тебя дел больше появляется в этот момент. Не, вот, знаешь... Мне кажется, да, но вот представь, вот там, условно, у меня сейчас хуяк, и миллион мне сейчас смс-ка приходит. Рублей. Ну да, ну нет, так рублей уже. Ну понятно, нет. Да пусть хотя бы рублей. Окей, да? давай. А хочется сейчас много. А я такой бам-бам, бим-бим. И уже такой. И уже мне уже это не хочется, у меня это уже есть, я это типа делаю. Типа я уже все, что хочу, я сразу делаю. Типа я, допустим, в Швейцарию хочу на лыжах. Позволяешь себе. И я уже через час там, да, я уже это делаю, понял? У меня уже нет такого, что, блин, а вот если бы я бы хотел, я уже просто, я весь в делах. Вот, я понял, о чем ты говоришь, но это же, ты это себе легко позволишь, ты думаешь, а что же я себе не могу позволить? Вот чем бы себя... Думаешь, есть такие мысли? Так вот же я тебе об этом и говорил, про Эпштейн. Мне кажется, у него проблемы были. Это да, ну это, знаешь, это сложно отделить психологические проблемы, что, ну, это же говорят, что типа богатство там сносит крышу, и человек с ума сходит. Ну, что типа вот нужно себя как-то ограничивать за счет этого. И есть пример. Мы пока богатыми не станем, мы не узнаем. Но, да, мы можем теоретизировать, но я тебе говорю, что вот что у них вот, скорее всего, из-за этого, что ты не знаешь, у тебя вот уже нету желания, что вот наоборот хорошо, что вот у тебя есть мечта там о миллионе, что ты там типа я хочу... Тенге. Да, но это можешь и тенге получить. Но я к тому, что вот всегда будет мало и... Это мы не узнаем, блин, пока что. Ну, нет, представь, я вот просто... Наверное, когда 1 миллион рублей, ты все равно думаешь, блин, это мало. Это хорошо, но это вообще ничто. Я вот думаю, знаешь, как вот... Вот $1 миллион, ну, я бы там сразу закрыл многие потребности свои там. А дальше бы чем-то что-то делал. Ну, вот я могу про себя рассказать. Закрыл основные потребности. Вот у меня всегда было жилье, да, вот, к примеру, что все, мне уже спокойней. И по сути, вот, не знаю, я уже как бы, понятно, что там все что угодно может случиться, но вот это, я не знаю, там, опять же, это может быть мой бэкграунд, что мне не хватало там, не было своего жилья, там, ни у мамы, у родителей не было. Вот, и за счет этого. И что вот у меня такой был, типа, закрыл гештальт, у меня брат вообще, как бы, плевать, не знаю, по крайней мере, он так говорит. Вот он, наоборот, что, типа, там нужно арендовать, и ему все равно вот эти условности. Ну, все от человека зависит. Ну, а сейчас ты что хочешь?
Ну вот, скорее всего, вот за счет того, что у меня базовые, вот как всегда, потребности закрыты, как говорят, вот я хочу, чтобы вот, ну, в принципе, мы этим и занимаемся, что вот можно... Просто в творчестве? Ну, не да, ну, я всегда хотел комедию, ну, как и ты. Хотел нахуй вертеть. Вертеть, блядь, весь этот комедийный мир. Не, да просто, я тебе говорю, я счастлив, когда вот мы просто что-то, просто какие-то приколы рассказываем, там, вот посмеялись, я уже счастлив. Вот у меня уже дофамин как-то вот, знаешь, что какой-то кек произошел, уже хорошо. Mm-hmm. Ну, общаться с людьми тоже прикольно, ну, с прикольными людьми. Не вот эти, которые цветятся. Прикольно, когда у тебя есть квартира, наверное. Я вот не знаю пока. Ну вот, может быть, ты тоже... Пик, свяжитесь с нами. Насчет того, что как в России плохо, вот я тебе говорю, опять же, это с больной головы на здоровую, но это вина государства 100%, что вот они не занимаются ликбезом, информационным каким-то вот образовачем, что вот нужно, что у нас все хорошо. Ну вот мы же опять возвращаемся к тому, что вот... А могли бы и популярные люди этим делом заниматься. Но мне кажется, потихонечку начинают заниматься. Но они боятся же все. Чего именно? Что связи с государством? Неправильно сказать, да, что-то. Неправильно выложить. Так им же... Где-то ляпнуть. Про государство, что да. Ну вот Лебедев вообще давно уже. Ну Лебедев, стесняется. блин, он на контракте у них. Ну вот. Просто это работа государства вливать деньги в вот этот soft power, который называют, что типа вот мягкая сила. Но мне кажется, Лебедева вот постарше аудитория смотрит. Да. Типа молодой. Вспомни, мы же были в хинкальной этой девчонке, ну она же вообще молодая. Говорит, кого ты смотришь? Лебедева. Да? Не помнишь? Просто нет. Забыл. Ну вот она, ну девчонка, понял, о чем? Ну, которая официантка наша. Да, приглашали, вот типа, Угу. кого ты смотришь? По-моему, ты спросил. Ну, нет. Ну, короче, да, она говорит, я Лебедева смотрю. Ну вот. Мне кажется, ну там разнобой. Ну, понятно, какая-то там, типа, core audience. Но я, если честно, Лебедева вообще не смотрю. У меня попадается иногда где-то. Ну, попадается, видишь. Но... Считаешь, что смотришь его, он у тебя мелькает. Ну, уже. прям полные выпуски, это вообще не знаю. Ну, это потому что ты полные выпуски не смотришь. Да я смотрю что-то, но... Ну что? Ну, Соболева ты максимум посмотришь, потому что ты его смотришь. Соболева смотрю. Да, ну это я тебе говорю... Я и то перед сном просто включаю и засыпаю в основном под это. Ну вот я же тебе говорю, это потому что ты так смотришь. А я смотрю и 2-часовые, и 4-часовые. Ну ты в X10 смотришь там. Ну, как ты усваиваешь вообще X2. это? Ну вот привычка, да. Ну я тебе говорю, некоторые видосы я загоняю вот этот ноутбук LM, ну который от Гугла. Просто там summary сделай, ну нейронки загоняю, там делай summary, все. Я тебе говорю, вся информация, она уже пережеванная 300 раз. Вот и Соболев тоже пережеванную, вся комедия пережеванная. Да. Крыжовник пережеванный, блин. Просто я тебе говорю, что мне кажется... Бэдкомедиан я полные выпуски смотрю. Их прям смотрю. Серьезно? Прям? Да. На X1? Да. А я все смотрю на X1, я никогда не... Но Я пробовал, знаешь, что смотреть на X1,5? Недавно прям смотрел на X1,5 какое-то аниме. Потому что там что-то слишком медленно все происходило. Но я не помню, какое. Но странно, что ты вот в фоне слушаешь, а не можешь там, типа, увеличить там до тех же X2. Ну. Так тогда вообще ничего не понятно будет. Я почему в фоне? Я же смотрю еще, одним глазом просто. Но считай, что... Мне кажется, ты знаешь, равнозначно, что ты вот на X2 поставишь это, ты вот как бы сокращаешь то же время, которое ты вот типа отвлекаешься. Ты вот за тот же промежуток, который ты ускорил. Опять, сейчас начал смотреть «Созданный в бездне». «Созданный в бездне». И опять там вот эта концепция. Типа, что герой... О чем ты говорил, что да. Опять он без какого-то развития. Опять, сам по себе. Там, короче, история в чем, что там девочка, у нее, изначально там, я, наверное, так не расскажу, про что там. Но просто пытайся вкратце, что тебя удивило? Сам концепт вот этот аниме, что главный герой по факту вообще useless просто, типа, сам как... Useless? Ё-моё. Сам как вот... Бесполезный, как... Если бы его не было, бы ничего не изменилось, да? Типа ты про это говоришь? Ну нет, вот там, как условно, Наруто там, что он сам как из себя ничего не представляет, а
побеждает там всех за счет того, что внутри него, что ему было заложено, что ему дали. Ну, ты читал вообще про это? Мне кажется, знаешь, нужно спросить. Вот было прикольно, вот если бы кто-нибудь нам написал, да, вот те же вот ребята, которые смотрят аниме, вот, и расписали, знаешь, как чуваки, которые пишут комментарии, попросить, чтобы кто-то написал, знаешь, вот там же расписывают по пунктам, почему это так. Вот было бы интересно, что-то мнение почитать. Может, ты обратишься, скажешь, там, анимешники, кто смотрит аниме. Нет, ну вот вопрос такой. Давай. Анимешники, вот такой вопрос у меня. Вот Наруто. Блин, вот Наруто, Магическая битва, кто там? Моя супергеройская академия. Берсерк. Я Берсерка не смотрел. Потом. Да и много, я думаю, каких можно найти мультиков. Вот почему главный герой там useless, бля, как это перевести? Бесполезный. Бесполезный, да, вот типа вот. Он же сам вообще ничего не делает. Вот в каждом магической битве он стал сильным, потому что он съел палец демона и получил его там какую-то способность. В «Моя геройская академия» ему передали суперспособность. В «Наруто» в него родители тоже поселили. Демона. Вот этого восьмихвостого лиса. Он не демон был? Я просто вообще Блин, не в ну курсе. это же животное. Просто животное. Ну какой-то восьмихвостый. Как Это... типа принцесса Мононоке, вот это что там, какая-то пораженная каким-то... А я не знаю, но они вот типа были вот с 1 по 8 хвостые животные какие-то магические. Фиг его знает, кто они. Да это не важно. Ну, что Но вот этот концепт, что вот каждый, ну, что главный герой, который вообще всех побеждает, типа, который упорно тренируется, и за счет у него есть там с рождения талант, нет никаких побочных там, способность. Полезно. да, побочных помощи каких-то, знаешь, что они вот сами это... Без кредита от Сбербанка. Да. Что вот в Наруто есть Саски, да, условный, который всю жизнь там тренировался, сам себя прокачивал там. Self-made. Да. В итоге не стал супер героем там условно. Ну, стал. Ну, типа, все равно, да, вот на втором плане осталось. Что в магической битве вот этот Бакуга, его друг, который изначально обладал супер талантом и типа был супер сильный, тоже не смог его там победить. И вот что в магической битве вот этот также друг его там, который с тенями, типа тоже остается на вторых ролях. И его еще, прикинь, прям делают. Там ягоды Годжи, блин. Годжи Сатору. Да, и вот еще... Магическая битва? Да. Все. И вот еще как будто в некоторых моментах вот этого, короче, друга его, как его звали, я не помню, ну, неважно, его как будто делают слабее, знаешь, типа вот, я смотрел третий сезон. Специально, да, я смотрел третий сезон, я знаю, насколько он сильный, и там показывают какую-то драку, и я такой, а почему ты это не используешь? Ты же умеешь вот много чего, почему ты типа специально... Ослабили. Да. Ну, наверное, мне кажется, они же тоже берут, ну, вот эти, как их называют, полы, ну, когда опросы делают, что, типа, вот, фан-база как реагирует, и они подстраиваются все равно. Но вот типа... а кто у них фан-база? Вот? Кто целевая аудитория аниме? Ты про возраст или вообще? Вообще, вот в целом про человека. Это не иррационально думающий человек, который просто сидит такой... И типа и даже не задумывается о том, что этот герой делает. Мне кажется, вот то, что ты спросил, наверняка найдется. Вот напишите, кто-нибудь напишите Тёме, кто также согласен с его мнением. Мне кажется, это, ну, ты всегда найдешь тех людей, которые также, ты же не можешь быть один. Ну да. Но большинство, конечно, да. Вот они просто потребляют это как вот. А кто-то может сказать, ну, такую, да, наверное, даже не наверное, я же точно так же думал, что типа вот. Ну и вот, я начал-то про это, созданный в бездне. Так. Опять та же самая девочка, которая там спускается в бездну, и у нее оказывается, что она там при родах умерла, ее поместили в какой-то магический там куб, и у нее опять, ну я еще не смотрел, но наверняка будут какие-то суперспособности, которые она вообще никогда в жизни там не тренировала. Нет, ну я к тому, что они извне получены. Да. На изи, да, что типа. И типа, и вот она будет самая крутая почему-то, просто по какой-то случайности там. Ну это же, мне кажется, вот канон, наверное. Может, ну даже не канон, а вот такой вот жанр, что типа вот, если ты
Ну вот поэтому мне One Punch Man больше нравится. Ну да, ты говоришь. Потому что он там сам тренировался, чтобы стать таким. Это альтернатива. Что типа вот наверняка вот кто-то задался таким же вопросом. Типа, почему? И сделали создал, вот One Punch Man, да. Или Mob Psycho 100. Блин, ну видишь, вот ты как бы, у тебя нет претензий, точнее, у тебя претензия именно к развитию героя, а у меня претензия именно к жанру, что типа вот эти идиотские крики. У меня вообще нет претензий к развитию. Вот я именно, ну, как что типа вопросы. Что всегда вопросы. так. Это всегда так. Вот в таких... Кроме One Punch Man. Ну, наверное, есть еще многие, но вот как будто вот как-то вот так строится. А он не простой жанр? Кто? Думаешь? Аниме. Простой жанр? Да, ну что типа легко его употреблять. Ну что ты типа не задумываешься. Что вот у тебя есть... Блин, вот, наверное, вот целевая аудитория не задумывается, когда смотрит. То есть это больше все-таки равно контент Литвина, да? Что типа... Или чуть аниме равно контент Литвина. Ну или чуть выше, там, знаешь, следующая ступенька, что типа, давай, допустим, Литвин это нижняя. Блин, ну аниме тоже, это же не каждый будет смотреть. Ну вот я не смотрю. Ну да. Есть же там, как же, Миядзаки, тот же самый. Вот его я могу смотреть. Ну, 100% я не поклонник. Блин, я тебе говорю, ну тенденция, что это вот комики, ну вообще кто в комедии, вот Чапарян же, они там сидели, тоже обсуждали, все равно переходят на... Вот почему-то к аниме все приходят. Ну да, да. Такой популярный жанр. Наверное, его с возрастом как-то... Думаешь, возраст? Можно посмотреть. Ну, не знаю, я в детстве вообще не смотрел. Я типа с 20 лет где-то, может, начал смотреть. А он был доступен? Или ты да, был доступен. В интернетах? Да, ну я такой типа, аниме. Я чей? Гей. Че, пацаны, аниме? Помнишь? Да, еще вот эти. Что типа хейтили? Да, ну хейтили, понятно, кого угодно. Что-то да, это типа западло было. Не знаю, я вообще как бы мало анимешников знал всегда. Да, я вот в институте познакомился с одним. Прям с одним только? Ну, да. И вот он мне говорит, типа, посмотри «Тетрадь смерти». Я такой, чем, типа, в жопу долбиться с тобой будем? Он такой, да ты посмотри, потом, типа, расскажешь. Ну и вот я посмотрел «Тетрадь смерти», типа, пришел такой... И начал долбиться в жопу. Я такой, типа, он такой посмотрел, я такой, ну, посмотрел, прикольно. А что еще есть? Что еще есть посмотреть? И подсел. Да, и вот он начал там. Ну, наверное, вот аниме, вот, я, наверное, с хорошего мультика начал. Я вот опять же Антонова вспоминал, у него же есть на Бусти, вот он контент выпускает, и вот он смотрел Берсерка, типа это, и у него там, ну, хрен с ним, с рейтингом, ну что, типа, вот чувак взрослый, он же мой ровесник, и вот он, типа, говорит, Берсерк, блин, какой классный. Ну, а знаешь, кто еще смотрел Берсерк? Арсен Маркарян. Да, я только хотел сказать, только подумал. Да нет, ну, наверное, это классно. А знаешь, что смотрел Наруто? Все почти. Чикатило. Кого? Когда он сидел, блин, в изоляторе. На Ямите Кудасае? Дани! Прибыл Чикатило в Ростовскую рощу. Не, ну прикольно, блин. Ну да, вот. Ну, я просто пытался смотреть Берсерка, для меня он уже старый, я уже тяжело смотрю. Ну вот видишь, у меня есть какие-то предрассудки. Да, вот именно что типа графений, да, не очень. Ну блин, но есть и вот клинок, рассекающий демонов. Вот он старый, да? Нет, он вот вроде с красивой графикой, но так тяжело смотрится. Что типа не вот равно. Почему-то прям тяжело смотрится. Я так и не досмотрел. Я вот и новые некоторые не могу смотреть. Вот «Пламенная бригада пожарных», например. Тоже начинал смотреть и... «Пламенная бригада» — это про пожарных? Угу. Про 911? Ну, почти. Серьезно? Ну что, типа... Ну там типа люди воспламеняться стали. Типа они... Какая-то аномалия, что ли? Жили, да, в мире, где люди воспламенялись, и вот пожарные, типа, их убивали. Воспламеняющихся людей. Убивали, типа, заранее искали? Ну, они их отпевали там сначала. А это видно, когда они воспламеняются. А как они ходили между... Просто обычные люди в какой-то момент могли загореться. Да. Вот. Они их... Нет, они только уже горящих. Задача была уже горящих остановить пожары и там, да. То есть они... Ну, понятно, что там дальше сюжет есть. Ну, конечно, они чистильщики, так назовем. Ну, условно, пусть так будет. Убийцы. Они называются пожарные. Пожарные, да. Вот. Но тоже вот почему-то тяжело. Я не знаю, вот что-то смотрится очень легко, что-то слишком сложно смотрится. Не знаю почему. Прикольно, что ты, не знаю, когда мы с тобой познакомились, ты говорил только про Наруто.
А сейчас ты прям... Я говорил про Наруто только. Я не знаю. Ну просто мы обсуждали Я бы, Наруто. наверное, никогда в жизни Наруто на первое место не поставил. Нет, знаешь, не так было. Ты говорил про Наруто, просто что ты говорил, посмотри Наруто, ты мне говорил. Ну посмотри. И ты говорил же вот эти какие-то там сокращенные или там... Ну, без филлеров. Да. Блин, а скоро One Piece выйдет. Ой, да, правильно я сказал. Да, One Piece выйдет без филлеров на Netflix. А был с филлерами? Да, там типа, короче, первых 6 сезонов, что ли, в первый сезон здесь заместят или что-то типа такое. Блин, я уже забыл. Читал. Я ни разу не смотрел. Я вот начинал смотреть One Piece. Филлеров? Что там за филлеры? Ну, это вот отсылки, типа, у кого какое прошлое было, а что там... Ну, типа, можно вырезать без ущерба для понимания. Без сюжета. Как бы вот. Есть какая-то сюжетная линия, сюжетная основная, арка да? прямая, да. Филлер — это вот как будто ответвление, чтобы рассказать... Типа сайд-квестов нету, да? Про одного... Да. И вот... Это же я вроде читал, что это Мистер Бист вроде, короче, спонсирует вот это. Серьезно? Чтобы One Piece, да, без филлеров сделать. И вот на Netflix выйдет скоро. Видишь? Он еще и Мистер Бист что-то хорошее с делает. обновленным этим. С обновленной графикой. А прикинь, на апрель 2026-го Да. 1100 эпизодов. Так он выходит до сих пор. Ну да. То есть уже после апреля еще 50 вышло. Ё-мо. Вот это... Да и кто эти люди, которые... Там же целый этот контент-завод сидит, блин, и контент-креаторы. Наверное. Я не знаю, там одни и те же пишут. Еще это. Ну да, ну популярно. Вот, или уже сменилось поколение. Там же все равно какие-то есть вот негры, да, которые там пишут, ну точнее просто там какое-то вот основное что-то делают какие-то 3, допустим, человека важных, а все остальное это вот. Ну, интересно, они вручную пишут, ну рисуют. Я смотрел, где-то то ли видос был, то ли что-то мне попадалось, там шортс, рилс, что типа там они там не едят, там погибают. Ну это я видел у Хаяо Миядзаки так было. Вот, это может что быть. Он там им кастрюлю лапши китайской как-то заваривал. Типа он говорит, я накормлю вас ужином и заварил там 100 пачек китайской лапши в кастрюлю. Это типа говорит о нем плохо или что они типа такие фанатики? И ну они на самом деле фанатики. Вот, я же потому что они... Это же как вот эти все истории про стартапы, когда там они сидят в гараже, ну, и да. там последнюю лапшу без соли доедают. Ну, вот прикольно, что Хаяо Миядзаки, он же прям все кадры сам переделывал там и пересматривал, что ему приносили. Он самый главный фанатик, наверное. Да. Но «Мальчик и птица» мне не понравилось. Я, кстати, не смотрел. Вроде оскароносный мультик же. Да у него все потенциальные. Порко-Россо, помнишь, да, вот это про свинью, блин, летчика. Вот это тоже, да, фантазия. Японцы, конечно, своеобразные чуваки. Порко-Россо. Я помню, этот кубок Порто-Россо. Это в этом было. Лука. Мультик. Ну, диснеевский. Лука? Да. О чем? Про мальчика-русала. Нихера себе это. Это ты с дочкой смотрел? Да. Хороший мультик. Не, я просто... А какого года? До 25-го или 4-го такой, знаешь. Это свежий, да, относительно. Интересно. Лука? Да. Какое-то славянское имя. Наш, что ли? Ну, вообще они итальянцы, я так понял. Ну Лука, да, у них же тоже какие-то не знаю, что это? Греческое, да, наверное? Хотя есть Лука Модрич. Хорваты еще есть. Есть Лука море. Да. Есть Лурк море. Читал Лурк море? Никогда не читал? Лук и море? Лурк море. Лурк? Лурк море. Нет. Ну, это типа... Это лукоморье в гоблинском переводе? Ну, да, это вот очень близок. Это же типа Лурк-мор. Ну, это же все из Запада идет. Ага. Все вот эти имиджборды и все, весь интернет оттуда, что типа ищи больше, это как альтернативная Википедия. Что там типа, ну, там вот все как... Там все мемы вот описываются. Там вся вот культура. Там персонажи интернета. Да реально не смотрел? Это типа как этот сайт, который... как он называется-то? Который все рэперы туда закидывают, и там всякие отсылки. Да, Genius. Как Genius, типа там отсылки на какие-то строчки ищут везде, типа. Что он имел в виду, расписывают. Это реально Википедия. Это просто Википедия на Вики сделанная, на движке Вики. Просто база знаний там по всей... по всей мемологии, да? Да, но вот она, знаешь, своеобразная. Есть же, знаешь, вот появились сайты, да, там типа Мемпедия, наверное, она была, но да, знаешь, вот Мемпедия, но это вот типа, которые объясняют мемы конкретно. Чего только нет. Блин, в этих ваших интернетах.
кстати, это да, что Владимир Владимирович не смотрит интернет. Блин, ну интересно, насколько это правда? Да нет, мне кажется, не, это вот эти приколы про, я не знаю, байки их можно назвать, про Уоррена Баффета. Типа, ему не нужен телефон, потому что ему всю информацию люди приносят, которые работают на нему. Ему не нужно там, у него кнопочный телефон, типа. Но все равно как-то вот не технологично, что ли. Ну и вот нет, вот человек, вот у него свободное время появилось. Вот у Уоррена Баффета, да, возьму. Книги, вот свободное время. читает, Книги, думаешь, он читает, да? Но понятно, что, наверное, ему там, сколько ему лет тоже. Хочешь там... спросить, залипает ли он Но он вряд ли рилсы? залипает в рилсы, но хотя бы, что он такой, а что там про меня пишут в интернетах, да, там он вот так вот не делает. Ты знаешь, это тоже контент. Типа... Или там кто-то разоблачение на Ютубе на Уоррена Баффета вышел, он такой типа распечатайте, да, мне вот это. Вот его повесьте, буду в него дротики кидать. Ну вот Навальный, да, там про дворец Путина вот это вот выпускал. Видел ли Путин, да, про... Вот он думаешь, просто такой, распечатайте мне основные моменты, а кто выбирал эти основные моменты тогда? Сам, вот, это же, вот это хороший вопрос. Это же как вот ты, что типа приносит ему доклады, и типа у него нет всей картины, потому что он смотрит не сам. Да. Но это же невозможно такой вот объем лопатить. Даже если ты это загонишь в нейронки и summary сделаешь, там столько summary нужно читать. Поэтому приходится полагаться на помощника. Ну, по-моему, проще было ему посмотреть. Да сколько там идет это видео? Час? Нет, это 100% интересная мысль, что люди, у которых большая власть, вот как они, что они делают, гуглят ли они, что написали про... Это как вот этот, знаешь, контент, я не помню, то ли это Vanity Fair, ну, короче, какой-то, или CBC, какая-то там контент-площадка, точнее, контент-магнат, и там типа вот у них что вопросы там Тому Крузу, знаешь, там, как гуглят там, правда ли, что Том Круз там летает на всех видах транспорта, там, авиации, и типа он отвечает. Не видел такое? Что типа вот тоже есть такой формат. Ну вот мне кажется, это они правда мало смотрят. Потому что я что-то сейчас задумался, что даже же спортсмены профессиональные, им как будто просто некогда смотреть. Ну, хотя некоторые, вот слушаешь, там какой-нибудь футболисты там в доту играют, да, там, или в КС, типа. Вот про западных, знаешь, вот, что я могу сказать, вот, как-то вот их, вот, это же пиарщики, это работа пиарщиков, вот именно, чтобы создавать образ. Вот про Обаму, он же, или Трампа, вот на Западе почему-то они, ну не почему-то это, скорее всего, вот они так, у них так устроено, Трампа же прожаривали. Видел? Ну да, прожарка да, Трампа. да. Обама же часто там Да. приходил на какие-то там, не знаю, Грэмми, да, он там, я не помню, ну, на какие-то вот фестивали он приходит, и церемонии награждения. Вот почему-то у них это принято, а у нас как будто вот это, знаешь, какая-то стигма, табу, что типа человек, ну вот Путин это вот кремень, там, знаешь, что типа он, ну он там может мальчиков Но он же поцеловать. в КВН все равно ходил, типа в КВН. Ну вот, там. да, но вот... И в КВН его еще, я помню, что шутили над ним много в КВН. Ну не над ним, а типа вот. Это прикинь, ну а это зрителям он приходит, ну то есть вот... участникам, чтобы он вышел. Нет, да, чтобы он какую-то шутку вкинул. Ну, то есть это у нас как-то, ну как-то у нас... Блин, но у нас нету этого. Вот, мне кажется, вот тут и вот есть такой не менталитет, а знаешь, вот ну, да, всегда особенность. опаска какая-то. Это же как вот с правоохранительными органами, там типа условно там полиция, таможня, то же самое, что у нас лучшие там аэропорты, что лучше там не надо пытаться шутить. Про бомбы ты имеешь? Ну вообще, да, вот эти вот... А нет, то же самое у них. Что типа такие шутки не допускают. Но у них вот иногда все равно, вот смотришь какое-то видео, там полицейские в снежки играют. И ты такой думаешь, блин, ну... Постанова. Постанова, думаешь? Мне кажется, вот это, знаешь, вот в этом вопросе заключается. Ну понятно, что я знаю, что там у них самое жесткое полицейское государство считается. Но у нас вот как будто это издревле идет, что с государством, вот с этими, с государственными органами, да, лучше при себе вот оставить. Ну хотя вот какое-то... Вот видишь, вроде считается жестокими, да, вот, ну, что они вот, полицейское государство, назовем это так, но все равно как-то вот такой флер, что типа они какие-то там реноме, репутация,
что они такие вот добряки. Ну да, да. Что типа вот к американскому полицейскому можно обратиться, а вот к нашему... А я еще, знаешь, кстати, что понял? Ну, не понял, вот у меня такая мысль, что Давай. мы же все равно еще как-то поколение на фильмах выросшие. Ну, и вот мы 100%. смотрели, допустим, там «Бригаду»? «Полицейская академия». А, вот это что? Ну, что ты смотришь там Так, а что же пропаганда? «Час пик», типа, какие там еще про полицейских? Что у них такие полицейские, вот с Эдди Мерфи были там. Да все, ну да, Что у них полицейские из такие, Беверли-Хиллз. понял, да, вот полицейские такие. Добряки, да? Добряки-комедианты. И вспоминая наши, это вот, блядь, улицы разбитых Ну, с 90-х? фонарей там, да, или Ты там... думаешь, это из-за периода, Что из-за у нас 90-х? вот полиция такая, она не была как бы освещена там. Ну, а Вот. в советское время же Да, работали почему над этим. Что ну, типа в моя Совет- милиция меня бережет. В советское время, да, но потом вот у нас 90-е, Да. тяжелые То есть- годы, там, бандитизм. И вот. Всегда приходим к тому, что 90-е... Ну не, ну много- у нас же Нет, так и романтизировали есть. бандитизм больше потом. Шансон, бригада, бумер. А в Америке мафиози, это что же вот какая-то, вот, знаешь, перчинка, что Но типа... до нас-то меньше доходило вот фильмов про мафиози, наверное. Не, у нас прям очень Ну, например? популярно. Комиссар Катани, Спрут. Блин, вот это, наверное, до меня плохо доходило. Ну, плохо доходило, потому что ты уже не захватил, это я захватил. Ну вот, наверное, это же да. итальянцы, по-моему, да, итальянцы снимали. Я просто думал, что вот до меня вот дошло как раз вот, что наши полицейские, они такие. Вот серьезно, они всегда в работе, над ними лучше Не шути. не шути. У тебя да. такой Ну, у меня, образ да. сформировался? У меня, да, вот, ну, вот я говорю, вот там, вот я помню, как будто первый какой-то комедийно-полицейский сериал вышел там в массы, это вот «Глухарь», наверное, был, типа, что там полицейский и шутит. И ты такой, о. Ты смотрел «Глухарь»? Ну, не прям, что я залипал, Какие-то но, серии ты видел? типа, там, у меня дед смотрел, и я всегда как-то... У меня не было выбора. Типа, но он довольно-таки, кстати, приятный фильм. Типа... Не, ну у них... Да не, нормальные, я не знаю. Я просто... И вот ты тогда я такой смотришь и думаешь, блин, ну они, наверное, вот умеют шутить. А вот до этого это же все... Блин, прикольно, что у тебя такое представление. Я просто думал, что... У нас сегодня как-то комплементарно, да? Блин, а как Прям это... БД. Я пытаюсь... Как это... Вот плохие парни, они что же полицейские? Да. И ты думал, блин, нифига, они там и пошутить могут, и пострелять, типа... круто. «Двойной капец», вот эти, ну, чуть современнее, помнишь, да? Где там? Ну, с Уолбергом. И... Ну да, это «Двойной капец». Ну, Это кто там? Или Рок? полицейский в запасе, или кто там они? Да, что там. Типа вот такие, с ними как будто вот с полицейским комедия, вот типа даже Брюс Мачо и Уиллис. Ботан, Да, да. Брюс Уиллис этот и... Как его? Крепкий орешек. Брюс Уиллис... Не, ну, кстати, да, тоже вот он. Но там он, вот там крутой полицейский, ему уже с ним не хотелось шутить. Но все равно он же такой, знаешь, вот, последний бойскаут. Это что же какие-то ветераны Ну да. полицейской службы, и они вот... Но я вот к тому, что такой вот Шутники. как-то, вот от американской полиции какой-то добродушная полиция у них как будто по фильму казалось. А от нашей они такие... Ну, короче, 90-е все испортили, мне Ну, я кажется. не уверен, ну, почему испортили? Не, ну, хорошо. Наверное, тогда вот аудитория требовала такой фильм. Это опять же, знаешь, вот на смену советской вот именно Да. образу добряка полицейского, вот они решили... Вот ну, но они романтизировали, мне кажется, еще бандитизм, и они такие, а мы сейчас вам покажем, что полиция вообще суперсильная, и мы их вот в таком свете, может быть, покажем. блин, ну, И может быть... ты прям вот... Я не знаю, где это это показывали, так что? у меня отложилось. Ну, прикольно, что у тебя вот именно вот такое... Где показывали, типа, что серьезные полицейские? Не, знаешь, вот, мне кажется, что все равно вот мнение людей, оно же все равно как-то транслировало то, что они перерабатывали, да, и начинали транслировать. И мне кажется, что вот этот хейт к милиции, к полиции, ну, на тот момент милиция все равно же Ну, вот я тебе говорю... вот из-за культурных, из-за да. кино. Ну, и тоже бригада. Ну, там да. же, типа, бригада хорошие парни, там, да, а полицейский, вот он такая вот мразь. Бумер, типа, вот они такие ФСБ там уже, молодцы, да, но вот силовики там. силовики их там расстреляли, какие полицейские там. Ну, улица разбитых фонарей. Типа там все они все насупленные, там какие-то, блядь, дела решают. Да что-то не, там. ну они же там... Ну, это понятно, как раз что там там они там были комедийные. Дукалис там, возможно, там были какие-то Доброта. комедийные моменты. Но, блин, ну вот какие-то... Потом же пошли всякие по НТВ вот эти морские котики, там, типа, мы такие, блядь, армия, военные, мы там Морские серьезные. А я не знаю, ну да, как-то так назывался.
Ну, у меня просто, видишь, дед смотрел это, и мне приходилось как бы тоже. Нет, это часто прикалываются менты там 10, менты 11. Да, Мухтар. Вот, я хотел... Ну, вот Мухтар — это же калька с немецкого этого, как его, блин, я уже забыл. Комиссар Рекс. Комиссар Рекс, да. Ну вот. Это же оттуда все. Мне кажется, вот как-то все равно это откладывается, что я вот, когда вижу полицейских, я такой, блин, да я лучше... Ну вот что должно у меня в голове произойти, что я такой, он добряк, кину снежок в него, типа. Ответит ли он мне снежком? Не, ну это ты видишь, ты просто, тебе попалось видео именно американское, что, вот опять же, это... Ну да, это пиар. Но мне и попадались жесткие, как бы я и другие смотрел видео. Не, вот мне кажется, что... Не, у нас же тоже там есть... Но у нас же не было, я говорю, вот этих фильмов американских, что там, как они, спецназ супер работают, там... Что они такие крутые, типа. Про наших? Про американских. Я же говорю, что до меня доходили вот фильмы, вот там «Плохие парни», что они такие все. Не, ну Рэмбо. Рэмбо это военный же больше. Ну это же все рядом. Но он не полицейский, тоже военный. Блин, ну военных вот, кстати, вообще никогда, мне кажется, в комедийном свете-то и не трогали наших. Это вот понятно, да, потому что бесславные ублюдки, кто там они, неудержимые или как они вот? Ну старички вот. Что там, да, что там какие-то. Дольф Лундгрен. Но обычно до нас, типа вот наших военных, вот, кстати, всегда выставляли вот прям в супер хорошем свете, да, что прям героически. Вот это прикольно, что нет какого-то. Ну, вот с Америки, опять же, майор Пейн. Что ты такой, блин, вот это ваши военные. Не, ну типа, он все равно крутой был. Хочешь забыть про боль, да? Не, но все равно это же он человечный, типа, что он более какой-то, дурачок, но все равно. Ну да. Что... Но он крутой военный был. Он крутой, да. Несмотря на то, что он какой-то, что типа он дуб, но в целом же не показали его геройский путь. Его показали, что вот он я не помню, он такой... что там было, что там, в чем синопсис? Ну, что вот супер солдат попал в академию и учил детей, типа, как типа кадетский корпус, там, видишь, условно. Такой образ отца, воспитателя. Что, типа, вот он у него, вот он военный, он может, это как сержант, вот они же, да, вечно там сержант, который орет, но все равно он такой батя, который поможет. Вот они, наверное, так формировали вот образ. Вот а у нас всегда вот какие-то... Есть какой-то комедийный про военных? Ну да, ДМБ. Ну, блин, это про армию. Это абсурд. Это про армию, я имею в виду, что вот прям в какой-то военной ситуации, что... Не, ну там же показано, вот это часто это вспоминают же, там, это, кто там, военком, который... Ты сейчас ссышься, а будешь сраться. Там. Ну, это что, типа, он тоже какой-то такой необычный персонаж был. Я просто еще помню, я, знаешь, что вспомнил? Вот американский фильм, я не помню, как он назывался, но там снимался этот актер из «Очень страшного кино», который тоже... Братья Уэйнс? Не негры, а белый такой. Когда, типа, они на Вьетнам-то напали, он, типа, кидает гранату, и оттуда с горок, типа, вьетнамцы скатываются, понял? Вот такая. Это Чарли Шин, наверное. Ну, наверное, да. Вот Чарли Шин же этот... Да. Что-то у них есть какие-то абсурд про войну. Есть, про комедийный, войну. да. А у нас вот я не помню такого. Как же он называется? Да, это же там несколько частей. Что да, про Вьетнам они шутили. Ну да. Что у нас нет такого, что мы там по Афгану бегаем, знаешь, травку курим там. Ну, это уже пародии на 9-ю роту, наверное. То есть, уже это... Блин, кстати, самый лучший фильм был пародия. Но там не было войны, там вот типа пародия на полк, на вот это, да, какой-то там. Ну да, но это опять же это какой-то суррогат, что это больше... Да. Вы все говно. Да. Блин, прикольно. Блин, кстати, самый лучший фильм уже довольно-таки... Качественно, что типа он набрал сок. Что он же... Настоялся. Как это сказать, что вот он не злободневный, а что он типа... Ну, что он смог посмеяться, знаешь, как зубастый, говорят. Сейчас модное слово, что он такой зубастый, что он типа смог все равно посмеяться над... Высмеять, да, какие-то хотя бы фильмы, типа. Что, как самый лучший... Типа сейчас такое бы... Ну, сейчас такого нет. Это было в России, это было давно. Ну да, сейчас же такого нет. Ну, опять же, это вот государство, да, вот оно перешло... Что, почему-то мы сейчас сказки снимаем. Типа, что сказки. Это удивительно, но смотрят же. People... на безрыбье и щука, воробей. Ты смотрел вообще, что в кино показывают? Я смотрел с этим, по щучьему велению. Ну вот, я тебе сейчас просто все в сказках. Вот мама, она смотрит. Вот, я говорю, я не смотрю. Друг у меня вот смотрит вообще,
Он телек смотрит, он «Поле чудес» до сих пор смотрит. А он еще идет? Да, я такой же вопрос задаю. Реально он идет еще? У меня лет 5 телека нет, наверное. Ну вот. То есть, так это же, мне кажется, это же массовая культура в России, что телек. Но она вот, мне кажется, заканчивается сейчас. Последнее поколение как будто доживает телевизорное. Думаешь, все-таки? Вот у меня уже даже мама не смотрит моя. У тебя мама, мне кажется, вообще выбивается из, вот я говорю, из поколения. Поколение вот сколько? 60 плюс вот еще смотрит, и дальше уже как будто телевизор перестанет быть нужным. Может быть. Но вот ты знаешь, как вот этот тоже часто говорят, зумеры изобрели там коливинг, это общага. Ну, как коливинг, знаешь, это типа, когда там, это общага. Вот люди там типа сдают несколько комнат, общая кухня, но это называется не общага, а коливинг. И еще говорят, и вот этот же прикол, зумеры изобрели коливинг. Нифига себе, они изобретатели какие-то. Нет, это знаешь, это вот... Они слово выдумали, в смысле? Да, типа, даже, слово да, но что, типа, это вот как под этим соусом, что-то, типа, это не общага. Ну да, что это что-то такое крутое, да? Да, что, типа, это другое. Что это не общага, это не вот эти ваши старческие какие-то там жилые. Блин, прикольно. И я к чему это говорю? Ну и даже студия же звучит круто. Я вот помню, я жил, блядь, в студии в 2 года. Да. Или сколько там, с 2 до 5 лет я жил в этой студии. Студия звукозаписи. Это ужас вообще. А сейчас же все такие, студия. Ты с мамкой, в смысле? С мамой, с отцом, да, вот у нас. Еще на тот момент батя был. Да, просто студия. Да как студия? Вот заходишь из коридора в кухню сразу. И зал, все. Но это называлось коммуналка, вот, по-моему. Коммуналка... да, это тоже коммуналка, студия, да. Коммуналка, это, знаешь, как это общага. Ну да, это когда малосемейки вот малосемейка, да, наверное, это называлось. Тогда не было вот этого шарма, студия. Зумерского шарма. Зумерский, да, шарм. Шарм-эль-шейх. Эш-шейх. Не, просто вот мы начали про телек, что типа телек просто переизобретут его. Что типа сейчас, ты говоришь, что... Зумеры переизобретут? Да, просто, тот же самый, знаешь, телек уходит в YouTube, просто что... Да, в YouTube, Рутуб, все там сейчас. Это же самое в Америке, это доктор Фил, ты, может, просто не знаешь, это что же он популярный. Лысый чел такой с усами. Типа, вот такой там, всякие интриги, расследования, какие-то Типа, там... как у нас Леонид Каневский этот? Не, как больше Малахов, типа. Как Малахов. Да, что типа там забеременела там от... Мужское, женское, вот это, да, беременна в 16. Я тебе говорю, это общечеловеческий такой общечеловеческое желание копаться в грязном белье. Кстати, вот что интересно, вот беременна в 16, оно же и у зумеров популярно. Но это больше как, не серьезно, как, знаешь, миметичное. Да, но это оно все, потому что у меня сестра, типа, смотрит иногда. Да. Дом 2. Не, знаешь, как школа этой Гай-Германики. Валерия Гай-Германика. Валерию Гай-Германику я знаю. Понятно, что Гнойный постоянно об этом. Да нет, в чем тут это? Сериал «Школа», помнишь, был? Сериал «Школа» был? Вот ее. Это ее сериал? Да. Не, я ее помню по фильму «Все умрут, а я останусь». Вот это был прикольный фильм. Я помню, я когда первый раз посмотрел. Про малого там? В школьное время. Нет, это типа про школу тоже был. Тоже? Скорее всего, это, наверное, сериал, и потом... Но это такой более, знаешь, вот про правдивую школу, что ли. Про этот алкоголь, первый секс там. Вот. Ты слышал про школу, да, про сериал? Это по СТС, который шел? По-моему, да. Который с этим... Может, МТВ? Как его? Я не помню. Жену-то бил. Не Башаров, а Баширов. Залучный, кто там? Прилучный. Он там был? Мне кажется, это он там молодой играл. Как молодой Прилучный. Это он в «Закрытая школа» играл, это не то. Все, можешь не гуглить. Это что же большой пласт. Сейчас тоже много рилсов снимают. Хотел вот про что еще спросить. Давай. Вы про популярность-то говорили, типа, что это? Про разоблачение. Я вот подумал, а хотел бы я, чтобы меня кто-то разоблачил? Есть ли у меня что-то, что я бы не хотел, чтобы это вскрылось? Давай я спрошу так. У тебя есть какие-то скелеты в шкафу? Сейчас я спрошу, и потом расскажу про скелеты. Вот кого бы ты хотел из блогеров, чтобы тебя разоблачил? Так вот, что ты делаешь, что я бы не хотел. Разоблачил. Да не, я бы... ты не хочешь, чтобы тебя... Да, наверное, я не хочу, чтобы меня это... Какую-то, знаешь, былую жизнь. Ковыряли с ней. Хорошо, ты первый спросил, есть ли у меня скелеты в шкафу? Вот есть у тебя что-то, чтобы ты не хотел, чтобы вот все узнали, кто тебя знает?
Да, есть. Ну вот, видишь. Есть один моментик. И вот как бы ты отреагировал, если бы, вот, прикинь, на Ютубе вышло на тебя разоблачение, и там такие, а вот Дмитрий Козловский делал вот это. Но если для меня никаких последствий не было бы, Ну, если... Ну, а еще смотря какое дело. То есть, наверное, там по сроку давности, возможно, уже... Но у нас сейчас тоже, знаешь, всякие законы... Понятно, да, что типа нету срока давности, они задним числом это все открывают. Ну, знаешь, мне кажется, это опять же, вот, ну, может быть, неэтично, но что типа у каждого свое там представление о морали, об этике, что, но мне, да не знаю, честно, наверное, плевать, что. Ну, а вот с точки зрения закона. Ну, если вот последствия, да там, я тебе говорю, ничего такого. Я тебе потом без камеры расскажу. На Бусти. Смотрите выпуск на Бусти. Товарищ майор, смотрите выпуск на Бусти. Не, прикольно. Мне вот интересно, вот разоблачители. Это же просто формат. Не, я понимаю. Насколько далеко они готовы типа пойти в своем разоблачении? Ну, есть же какие-то прям грани у них или нет? Ты смотрел вообще что-нибудь? Ну, я смотрел, да. Я что же они там, разоблачают? Министерство правды там вроде есть. Вот что Рындыч там. Вот Рындыч, давай тут. Ты смотрел Рындыч? Блин, ну вот, наверное, вот что я смотрел, наверное, вот хорошо, что он в личную жизнь типа не лезет. Есть что он какие-то какие-то там, да, ловит там на... Я, кстати, не уверен, что этот формат у него прям разоблачение. Это как будто, знаешь, на обзор кринжа какого-то. И высказывание своего мнения на вот эту там позицию. Ну, это как раньше Нефёдов, Школьников, обзор на какой-то контент. Ну, больше обзорщик какой-то. Ну, вот больше, да, как будто обзорщик, знаешь, типа, что, ну, наверное, он не разоблачитель. А вот есть там, ну, блин, да фиг его знает. Вот, наверное, есть какие-то грязные разоблачители, есть какие-то, которые в личную жизнь. Ну, там... Типа, а вы знали, что там этот, типа... Я знаю, сливают просто давно нет. На твоей кровати ебутся педики там вот. Что-нибудь такое. Ну, тоже, да, блин. Ну, нет, вот тут просто вопрос, насколько далеко они готовы вот пойти. Наверное, вот с моральной точки зрения я бы не был разоблачителем, но если бы был и вскрылось что-то из там личного, наверное, я бы не стал это выносить из избы. Если бы ты был разоблачителем. Да. Вот как будто если ты разоблачаешь медийного человека, то и разоблачай, наверное, вот по медийке, знаешь, какой-то. Так, мне кажется, там какую-то часть придумывают. Я смотрел понятно. этого вот из свежего, то, что вот у меня так краем глаза я слышал, что типа этот Мориарти. Блин, прикольный тип. Я, кстати, вот недавно... Контент офигенный. Снимает круто все, конечно. Но, опять же, да, команда, то есть там бабки они вливают, сценарий, идеи прикольно подается. Что типа вот у них биф рэп-говядина со Стасом, и как просто. Ну да, типа... я, кстати, что-то видел, что... Ну вот, да. Ну, а там я не видел какого-то прям бифа, я сейчас... Я только просто видел, что он типа задианонил там, ну не задианонил, показал, а типа показал, что можно любого отследить, да. Да, это что-то про... А Стас как просто ответил на это что-то? Я даже, он же ВК, кстати, ВК, на шаг впереди. Все те, кто на шаг впереди, пишите, особенно барнаульские пацаны. Дружбаны темные, напишите, как вам идти в ногу со временем. Да, прикольно. Да, мне кажется, это вин-вин, потому что тот говорит про него, если Стас отвечает... Там, я вот про сами границы. Да. Что насколько далеко это все может зайти. Да, ну вот Стас же этого Хованского, там что-то там про Нордост, эту песню, по-моему, типа это ж он там стуканул, замусорился, типа... Но это же... Но это в медийном поле было, как бы это вот... Как будто на этом поле и надо воевать. Что... Так а чем в итоге это ничем не закончилось? Что типа, ну там, да, не кайф сидеть там. Я к тому, что вот представь, вот Стас как просто говорит, а Хованский там... Педофил. Ну, вот так, да. И типа говорит, что он там в таком-то году делал то-то, то-то. Вот это круто со стороны разоблачителя? Или это уже вот грязь? Это знаешь, как вопросы на рэп-баттлах, стоит ли задевать матерей? Ну, они спрашивают друг у друга. Они же изначально говорят, что про это не надо и про это не надо. Ну, а были же те, кто, типа, там же были какие-то там случаи, когда... Все, наверное, от человека, от морали человека зависит вообще, насколько он готов низко пасть ради
Да, мне кажется, знаешь, если чего физический вред не нанесен, ну, вот у нас же свобода слова, ты вот можешь говорить все, что хочешь. Ну, если это не клевета. Вот если это клевета... Да у нас нет свободы слова, нигде нет свободы слова. Нет, ну, условно назовем, что она есть. Ну, как, говорят, что она есть, ну, понятно, что там все это цензурируется, все там... Опять же, это, знаешь, все зависит, кого ты задеваешь. Что за человек? Ну, кто-то, допустим, ну, вот на меня бы сказали что-то, я бы нейтрально отнесся. Ну, что сейчас, смотри, сказали? Ну... Ты там, ну вот, пережил, и, типа, стал медийным человеком, занимаешься там комедией, условно, и тебе... Вскрылось, да? И вот про тебя, типа, разоблачают, говорят, типа, вот он шутит не смешно, а еще котенка резал, типа, вот. Ну, вот в таком контексте, как бы ты к этому отнесся? Блин, сложно представить. Я как-то вот, ну, когда ты сейчас это говоришь, вот, ну, вот опять же тоже, ты всегда говоришь, вот когда это будет, тогда будет понятно. Вот сейчас... Не, просто я сразу говорю, что я не хотел бы именно поэтому разоблачения, что вот могут во что-то личное влезть, о чем как бы вот... Ну, это же неизбежно. Ну, как, типа, ну, даже если ты это не проконтролируешь, что, типа, ну, влезут. Ну, и вот. Но это именно как ты к этому отнесешься. Все от тебя зависит. Ты уже, ну, как... Вот что-то, беда случилась, вот, все в твоих руках, как ты к этому отнесешься. Ну, да, наверное. Ну, это, ну, понятно, что это про любой можно аспект жизни, так сказать. Хотел бы поговорить про... Вот как раз-таки про стендап. Вот это же тоже ты типа от себя рассказываешь. Стендап, это вот получается, что жанр жалобщиков, что типа нытиков получается. Ну, так и есть. Стендап – это боль. Ну, блин, ну вот что, ну, блин, ну, реально вот люди вот рассказывают о том, что у них вот прям вот они, неужели, не знаю, там, про метро там. Мне почему-то, короче, начал Аэропетов попадаться в рекомендации. Ну, я посмотрю. В рилсы. Потому что я тебе скинул концертов. Думаешь поэтому? Не, ну, возможно... И вот из того, что я вижу, я думаю, боже, какая хуйня вообще. Вот, честное слово, я вообще не понимаю, что происходит, типа, вот, блин, он же был хороший комик. Серьезно? Ну, как Ты смотрел его? Ну, какой-то... Вот что-то видел нормально, да? Было? Вот деньги убивают комедию. Мне кажется, вот это... Как Орлов, как вот второй пример, это Аэропетов. Типа вот... Ну, что художник должен быть голодный, да? Вот это что... банальная фраза. Блин, ну, он не должен быть голодным. Хорошо, давай вот так вот, что... Вот мы видим кучу голодных комиков. Шутят ли они смешно? Это да вот нет, но вот это просто выглядит как... Наигранно. Блин, вот человек старался. Вот когда у него не было денег, типа... И он хотел творить. Он старался на отвали сделал. И творил. А когда ему появились деньги, он такой, так я могу еще и сейчас продать, а давай я попробую. Ну, я просто напишу, как будто даже без проверки, знаешь. Мне иногда кажется, что там по реакции зрителей они сами такие, типа, блядь. Чего? А ты смотрел его концерт? Нет. Он же об этом... Надо посмотреть, да? Он же об этом, ну, знаешь, вот как бы... И вот эти комментарии. Ой, я в конце так плакала. Ой, посмотри, я и смотрела концерт не чтобы плакать, блядь. Ну да, захожу в интернет не чтобы плакать. Да, мне кажется, что... К Поперечному, блядь. У Поперечного уже на концертах плачут, ёпта. Стендап! Ну, это, знаешь, это конвертация аудитории в лояльных зрителей. Ну, вот он на концерте говорит, что, типа, нужно было, типа, вот те, кто меня не знает, вот если бы вы тут сидели, я бы больше было понятно, насколько вам заходят шутки, что, типа, вы там лояльны. Но я тебе могу сказать, что я не смотрел его, я не знаю, там даже, может быть, ни одного рилса не смотрел, там, короткого формата, но посмотрел... Ну вот реально это окно Авертона, что я посмотрел, такой думаю, ну блин, ну вроде что-то нормально, знаешь, нормальный чел такой, знаешь, за ним можно последить. Ну, начал что-то с ним какое-то интервью смотреть с чуваком. С каким-то. Блин, ну опять же, вот по нему еще можно делать выводы, знаешь, что он у Дудя был в интервью, он был такой более-менее... Человечный. Человечный. А потом я тебе рилс как-то скидывал, мне попался рилс, где он пришел к каким-то там на подкаст. Он такой, а хули вы там говорили, что... И вот так, типа, уже сидит, и ты такой думаешь... А вот он после этого концерта я смотрел с этим чуваком попроще. Ну как, не было такого пафоса. Ну вот. Не, может быть, он опять же притворялся. Окно Авертона. Может окно быть. Авертона. Может быть и окно, и как бы я
начал к нему по-другому. Точнее, я никак не к нему не относился. Поэтому, блин, странно. Я вообще нейтрально к нему отношусь. Типа, мне просто не нравится то, что сейчас делает, и все. Но Тебе это... только Соболев нравится. Да, блин, да потому что это не стендап. Обращение к Илье. Илья, ответь. Илья, please collab. Ну, не стендап. Да, блин, а что... Я же тебе говорю, вот, что считать стендапом? Вот, блин, насколько вот людям нравится жаловаться? Ну... Вот. Настолько, что вот для кого-то это же психотерапия там какая-то, условно. Что они выходят и какую-то свою боль проговаривают. Ну, не знаю, пускай это будет моноспектакль, они там запишут. И... Ну да, есть же крутой моноспектакль у этого. У Марка Сергеенко. Но он похож на грустного человека. И он довольно-таки, ну сколько, лет 5, наверное. Это может, стендап для грустных, 4. А не для веселых. И вот прикольно, что он назвал просто моноспектакль. И, типа... Не стал, да. И он сидит вот так же в квартирке, в стуле, ты собрал своих там родственников, типа, и... Да, ты присылал мне. Что-то ты посмотрел его рассказывает. полностью? Или... Да, я его давно полностью смотрел. Серьезно? Но он довольно-таки, типа, интересный. Да. Ну, ты, вот у тебя есть такая, знаешь, ты иногда говоришь, типа, а я бы послушал. Ну, ты так Про говоришь. чё? Ну, вот просто что-то, знаешь, какая-то вот, типа, тебя тема задевает, ты говоришь, я бы послушал. Ну, наверное. Вот мне просто похуй вообще на темы кого-либо. Ну, Блин. я люблю с людьми общаться, но вот когда люди начинают там рассуждать про пуховик, блядь, Ну, это понятно, но все равно мы все люди разные. 100%. Ты, наверное, ты найдешь когда-нибудь того, кого бы и ты послушал. Не, что... ну я Чапарянов слушаю, Ну, к примеру. Но да. у него нету жалоб. Ну как, частично жалобы есть, но он как-то все равно, знаешь, ну это опять же, да, наверное, кумиры там и глаза, пелена перед глазами, не видишь там недостатков. Просто, наверное, тяжело жаловаться, когда ты чего-то добиваешься уже. Тебе Думаешь, становится... ну опять же, что Тебе должен становится быть... труднее жаловаться. А кушать хочется. Ну, вот И мы с из-за Игнатом этого- когда общались, С цитаты? с Игнатом, Ага. с Игнатами общались с ним, и он говорит, что типа я смотрел про Сабуров типа говорит, что типа ему легче проверять материал, что типа он в клуб пришел там, проверил, а Игнат говорит, что типа а вот Луис Сикей, он типа там в Австралию едет, Ну на да, неизвестную аудиторию, типа Да. проверяет, что типа вот это круто. Ну, вот, мне кажется, Ну, это круто. ну да, что, видишь, кто-то, ну, Луис Сикей это вообще же метр, кубический, квадратный. Вот это и превращает вот... Ты думаешь, убивает? Ну, однозначно убивает. Я же, ну да, я же видел также вот Орлова на проверках. Что просто вот человек сидит. Я говорю, вот я когда смотрел, вот просто какой-то ко мне домой друг пришел. Но ты по говорил. вайбу круто. Ты говорил, да. Но по Ты потом отбивался, когда я тебе говорю, что он зажрался уже. Но по структуре, ну, полная вообще, типа, Шляпа. да, ерунда. И вот просто и люди смеются, потому что такие, Орлов? Ну, Здесь? Ну вот у меня такое ощущение, что Я же даже денег не заплатил за билет. Орлов? И Орлов уходит. Ты сейчас уже Орлова Да, покажешь, и оказывается. Орлов уходит, и все комики такие, Серега! Я тебя спародил. Серега! Расскажи, как там в богатой жизни. Так я тебе изначально говорил, что вот он то же самое вот просто про бедность говорит. Ну да. Сейчас переключился на богатость. Но это хотя бы рост какой-то. Сергей, блин. Было бы странно, если бы он говорил, что он еще бедный. Видишь, ну он жалуется сейчас на вот такие у него жизненные сложности теперь. Постройки дома, документы и Ну это тоже... прочее. Но, Это богатство для бедных, знаешь, вот это для тебя, ну как вот что типа это что-то такое невообразимое. Да, а про что ты будешь рассказывать, когда у тебя все есть? А я же говорю, а кушать-то хочется. Вчера поиграл в Ghost of Tsushima. Угу. Я думал, короче, что это пародия на Assassin's Creed, что я такой самурай, где всех самураев убили. Ну, там поначалу так и было, что всех самураев убили, я один остался, и монголы захватили вот это вот королевство, или что там у них? Провинцию, да, какую-то. Провинцию, наверное. И я должен бесшумно очистить эту провинцию. И я, короче, прохожу первую миссию, и там диалог, где он с женщиной разговаривает, которая его спасла, и она говорит, давай бесшумно пройдем к конюшне. И он говорит, я самурай, я бесшумно
проходить ничего не буду. И он выходит и орет: эй, монголы, давай драться. И я такой: в смысле драться? Я не хотел. Да, я хотел, я готов был к этому, к стелс-прохождению, вот это, прятаться по кустам, лазить по крышам. Не тут-то было. И тут я просто выхожу в толпу монголов и кричу вам: давай драться. Идите сюда. И я что-то так разочаровался, короче. Серьезно? Мне так неинтересно стало играть. Что разбило твои мечты о стелсе? Мне эти драки вообще... А, кстати, там боевка вообще ужасная. Там как будто всего 2 или 3 движения, и больше ничего интересного нет. И я такой: блин, да как так? Я хотел стелс. А это не от этих создателей, которые... Как это самое сложное... Elder Rings и еще кто я не знаю. Предшественник, да знаешь, 100%. И, короче, я так расстроился. И выключил эту игру. Ты, короче, сам надумал, да, сам обиделся. Ну да, я почему-то думал, что это какая-то прям стелс-игра. Что вот... Там еще такое, знаешь, начало было. Так может там дальше где-то было, или это вот оно все в таком духе будет? Так в том-то и дело, что дальше я еще по чуть-чуть-то поиграл, и там смысл в том, что ты как будто заходишь в какую-то локацию, и у тебя кнопка появляется, типа, вызвать на бой, и ты кричишь всем: монголы! Там все с монголами? Сюда, ну ты там с монголами, типа, воюешь. Не, ну я к тому, что там он задал будет постоянно. Там даже в обучении не было, типа, бесшумного убийства, понял? Там в обучении было, как вызвать монголов на бой. Dark Souls. Dark Souls. Вот такое там обучение. Как вызвать, на какую кнопку вызвать всех монголов на бой? Такое ощущение, что вот основная идея игры — задалбывать монголов. Вот, блин, вообще... Короче, однотипная... Да. Однотипный сюжет. Ну, сюжет я вот не знаю, вот насчет прям сюжета, но по боевке, да, вот просто драться мечом. Причем не так много каких-то супер крутых движений, или может дальше что-то будет, не знаю. Конечно, по-моему, популярная тоже. Наверное. Но я вроде как-то скачивал, смотрел, там рейтинг 6,0 было. Вот, давай вернемся на шаг впереди. Вот. Давай что-нибудь вот про... Вот, спросить у людей. Вот, что для вас на первом месте, YouTube или ВК? Что победит? Знаешь, это опять же блиц устроить среди людей. Что вот такая битва. YouTube или ВК, чтобы выбрать? Блин, да? Ну, чтобы, у тебя есть такая вообще градация, что... Нет. У тебя нету какого-то фаворита? Тут смотри, YouTube или ВК-видео, вот так надо. Это типа... А как? Ну, что отдельный YouTube ресурс? Не мессенджер же, не социальная сеть. Ну, отчасти социальная. Я, знаешь, был удивлен, я не знаю, там, хоть я считал себя там, такой в IT-сфере, что, знаешь, мне как сказали, типа, Twitter — это социальная сеть. Я такой: да, что это социальная сеть. Ну, там, где общение людей, но это в любом случае социальная сеть. То есть YouTube — это тоже социальная сеть, просто с видео. Блин, ну не знаю, ВК круто, что можно в центре Москвы сообщение, если что, отправить. Что он в белых списках. Да. Вот в этом ВК круто. Ну, они же этого и добиваются, что типа... Ну, это же им претензия. Ну, подожди, ВК-видео тоже круто. Я пользуюсь ВК-видео. Я все аниме смотрю в ВК-видео. Ну, я понимаю, что... Но это 2 разных приложения у меня. Ну, они разделяют. Ну, вот это странно, что они кучу... Странно, да, что ВК-клипы. ВК-знакомство, ВК... Не, ВК-знакомство еще хер с ним. Это ладно, они диверсифицируют. У них же много чего есть. ВК-такси, там, по-моему, ВК... Кто им пользуется? Пишите, кто пользуется ВК-такси. Там же вообще много чего есть. ВК-шаги, ВК-шаги, это гизы шаги дают. Вот, поэтому... А что за ВК-шаги? Ну, типа, шаги считают, шагомер. И все. Да. Но ты там соревнуешься со своими друзьями из ВК, типа. Я понял. Я же говорю, Ладер, да, там есть. Я рассказывал, что я, короче, у меня вот в ВК раньше заходил часто, и меня все время один мой знакомый обходил по шагам. Ну вот просто я очень много ходил и всегда был на 2-м месте в списке своих друзей. Нет, ну по работе. Мне приходилось ходить много, и всегда я был на 2-м месте по сравнению со своим вот этим знакомым. И в какой-то момент я обогнал его, но у него 0 было шагов. И так было несколько дней, и я стал переживать за него, если честно. Все ли в порядке? Да, и я написал своим общим друзьям, типа, так и так, почему
Вот у человека шаги не отображаются, а его Он живой? посадили. Потому что он закладки, короче, разносил. Поэтому он... Да, Поэтому да. у него тоже была работа, да? Да, вот поэтому он и обходил меня, и... Ну, то есть тебе нужно было быть закладчиком. То есть ВК-закладчик нужно сделать. ВК-закладчик, да, ВК-координаты. Нет, знаешь, что они вот не хотят эту черную зону, да, что они вот там YouTube кошмарят, ну, с помощью там ресурсов, да, своих, с помощью власти, но они могут неплохо заработать на наркотиках. Да. Не, ну ВК-видео круто, мне нравится ВК-видео. Не, прикольно, что... Не, ну ты специально разделяешь, что типа... Да. Все, я понял. Ну, просто прикол разделяешь. Смысл в том, что там же даже 2 разные подписки. У меня есть подписка на ВК-музыка, но она не распространяется на ВК-видео. Понял? То есть ты еще отдельно должен на ВК-видео подписку купить. Чтобы там рекламы, да, не было? Да, рекламы и типа, чтобы в фоновом режиме, короче. Скачивать, по-моему, и так можно бесплатно. Думаешь? Да. Потому что я как-то скачивал. Странно, потому что у Ютуба ты покупаешь премиум, и у тебя и музыка, и в фоне. Ну, они сделали там лайт, что ты не можешь скачивать, по-моему. А вот скачивать как раз таки... Музыку можно скачивать тоже. Не можешь. Разве? Музыку? Где, ВК? Не-не-не, я про YouTube. Про YouTube? В YouTube не знаю. Ну, странно, что вот они как-то все равно отстроились от конкурентов, от YouTube. ВК-закладчики. Но вот Вика Складчикова. Что бы ты выбрал, ВК-видео или Ну, видишь, YouTube? тут все под разные цели. Смотреть фильмы и мультфильмы ВК-видео 100%. Но ты потому что вот с этой концепцией бедности ты же можешь то же самое Кинопаб оплатить копеечной. Зачем, если есть ВК-видео? Ну да, наверное, из-за того, что ты с озвучкой смотришь, я понял. Я крутой, смотрю с оригинальным. Вот. Ну, а если, конечно, какой-то развлекательный контент и познавательный контент, то и, конечно, YouTube. Познавательный? Ну, все равно я же этого какого-то... нет? На ВК-видео, извините. Я не знаю, я даже не ищу. Ну, может, поэтому у тебя... Я даже, ну... Но он сам по себе неудобен, ВК-видео, в Вот. пользовании. Так это же вот к ему претензии постоянно высказывают, что пеняют на то, что... Ну, а YouTube там, типа... Ну, в смысле, для мультиков смотреть нормально. Ну, понятно. Кино посмотреть нормально. Пиратский контент. Пиратский как и контент. на Рутюбе. Да. Это кайф. Мне сейчас Блин, нравится. ну на самом деле Кинопоиск еще вот молодцы. Писка. Так их наоборот же тоже там... Чего? Гнобят их, что типа у них там цензура. Пусть делают, что хотят. Типа я смотрю некоторые мультики на Кинопоиске. Типа вообще не переживаю. Что типа мультики без цензуры, и ты не переживаешь. Я имею в виду аниме, допустим, смотрю. На Кинопоиске смотрю и типа... Не жужжу, да. Я не уверен, что там еще есть подписка. У меня, наверное, есть подписка. Ну, плюс у тебя просто, по-моему, на А у меня Яндекс Плюс, да? Но там не же помню. Ну, короче, часть ходит. Там, часть там ходит, по-моему, кино. есть какая-то медиатека, на нее еще Это подписка отдельно, надо. это отдельно. Око это отдельно. Да. Они На Око типа у меня тоже есть подписка. Но вот... Блин, почему-то вот Кинопаб бы тебе дешевле вышел. А смысл? Ну, Око Ты подписка. в одном приложении смотришь все. Что? Ну, у Да меня всё, на что Око угодно. жены подписка. Ну, на понятно. Око я, допустим, Олимпиаду смотрел. Ну так ты Или на там- Пабе, это что же там киллер-фича? Там что, тоже Олимпиада есть? Нет. Прямой эфир? Да. Да? Там UFC, там же они... Да? Ну, они пишут, что это нестабильно, но всегда стабильно все работало. Ну, может, убрали. UFC можно посмотреть в букмекерских конторах в приложении. Серьезно, они там показывают? Там все показывают. Я потому что как-то смотрел, короче, не мог найти, где Кубок Гагарина показывают. Наш российский хоккей, да. Не мог найти, где показывают. И я заходил на Даже приложение. Матч ТВ не было? Не на Око, они на Кинопоиске его сейчас показывают. Оказывается. В итоге. Или... Но я не мог найти. Может, они чуть позже начали? Они, наверное, чуть позже, да, начали. И я вот заходил на букмекерскую контору, приложение, и типа смотрел через них. Короче, такой обход, да, есть небольшой. Ну да. Лайфхак, скажем так. Интересно. Ну, то есть за образовательным... Ну, блин, он же наверняка... Вот приведи пример образовательного. Вот какой-нибудь Семихатов. Ну да, там Минаев тот же. Так они же дублируют на этот. А что? Может быть. Исторический? Ну да, исторические вот эти. Интересно. Тот же Мариарти, условно. Ну я не могу сказать, что это образовательный, но он и, типа... Только на YouTube он? Мне кажется, да.
Его же даже на YouTube банили на российском, ну, не там, типа, что... В российском секторе? Да-да-да, что его только с VPN можно было. Его еще тогда да. можно было только с Ты, VPN по-моему, смотреть. ты говорил, да. что, типа... Что я тогда узнал вообще про VPN, что вот когда его стали канал. Да, это есть. Ну... Что, оказывается, даже есть какой-то российский сегмент вот Ютуба, что нам не все доходит. Не все доходило еще тогда. Ну, потому что, да, они сотрудничали с властями. Вот. Поэтому... Ну, я там, как всегда, наверное, пропаганда, употребление или что там. Что-то типа такого, да, было? Наверное. Я не знаю сейчас, что было. Я никогда не следил. Не вдавался вот в какую-то там пропаганду. Мне кажется, это же вот все зависит от зрителя самого. Это 100%. Мы сами выбираем. Каждый человек, да, сам выбирает, что ему смотреть. Если он хочет смотреть там Каца, я думаю, что он и VPN, и хоть что, все что угодно скачает, чтобы это смотреть. Ну да, если это интересно. Но если мне это не интересно, то... Блин, доказать бы как-нибудь. Вот был бы какой-нибудь, короче, тест от Роскомнадзора, типа... На адекватность? Да, вот на какие-то вот твои вкусы, знаешь, чтобы ты приходил, сдавал там кровь. Да, вот приходил, сдавал какую-нибудь кровь, и они вот по ДНК вычисляли там, либерал ты или там наш слоняра. Давайте пойдем дальше и будем череп замерять. Ну да, ну нет, ну в смысле... Да, но нет. Ну ты же понял, про что я. Понимаю, о чем ты, что типа ген... Ну это что вот как бы банят всех, но... Нужно получить специальный пропуск. Да, какую-то справку, знаешь, справку, вот что ты... Ковидно. Что ты вот, говорю, наш слон какой-нибудь. Это вот, знаешь, это с ковидом сколько людей было недовольно. Представь, что здесь будет. Да пофигу мне на этот ковид, что недовольничали. Да мне кажется, нет, знаешь, это вот эта справка, это... На любой повод найдется недовольный. Это да. Нет, знаешь, что является справкой? VPN. Если ты установил VPN, считай, что ты можешь пользоваться. Ну тут видишь, тут сейчас ты VPN устанавливаешь не только из-за Ютуба. У тебя мессенджеры же недоступны. Все. Без VPN. Ну, это, Telegram? Блин, я недавно очень сильно, как бы, не то, что прям паническую атаку словил, но знаешь, как... Ну, типа, растерялся, наверное, больше. Короче, у меня был VPN стоял. Так. И он в какой-то момент перестал работать. А я сидел дома, и мне, короче, пишет хозяйка квартиры в Телеграме. У меня в Телеграме, получается, высвечивается сообщение, как понял, вот, что он пришло. Да. Но его нельзя... Типа, ну, не открывается внутри, да, бывает такое. Как-то проходит. И она мне пишет, что с счетчиками? Типа, мне нужны показания счетчиков сегодня. Ну, я знаю, да, про твою домохозяйку. Я такой, типа, ну, она, типа, срочно, вот так. Я не знаю, что делать, у меня нет VPN, типа, я не могу ей ответить, она мне звонит, я ей пытаюсь объяснить, что я без VPN, как бы, вот сейчас ничего не могу, она говорит, мне надо срочно, и я вот просто сижу и, типа, вот как? Я говорю, давайте Макс, но у меня есть Макс. Ну, в итоге, да. И, типа, она говорит, у меня нет Макса. И вот что делать? Тупиковая ситуация. Типа, ВК, у нее ВК тоже нет. А там им нужны изображения? Да, типа, фотографии. Ей нужны пруфы, да? ММС? Ну... Она говорит, а у меня нет ММС. Как пользоваться ММС, да? А я даже сам не знаю, как пользоваться ММС. Просто, по-моему, сейчас СМС отправляешь. Надо просто проверить это. Ну, наверное, проверить. Просто прикрепляется. И вот тогда я сильно растерялся. А вот что делать-то дальше? Как жить? Но это видишь, это еще из-за того, что, возможно... это крайний случай. Да, из-за того, что какая-то срочность появилась. Ну, и плюс... Возможно, если бы я просто утром проснулся и нет VPN, я бы такой... Да. И мне ничего писать и никому писать, я бы такой, да, ну, это тебе, видишь, извне, скажем так, вот человек, который недоговороспособный, что он тебя на панику посадил. Так бы ты жил нормально. Да нет, я бы все равно скачал VPN. Просто другой. Ну да, Ты уже сейчас не представляешь, как не представляется жизнь без мессенджеров там и... Да. Как общаться сейчас по-другому? Ну вот интересно, что реакция женщины, что говорит, я не буду ставить. Что это какой-то блок, я не знаю. Не буду ставить Макс? Да. Так много кто не ставит Макс? Да, я видел, что, знаешь, вот это оно следит. Блин, да все... Да все следит. Все следит. Не, просто опять же, знаешь, вот кто-то раздувает это. Это да, просто предубеждение. Я не иду в Макс, потому что там никого нет, блин.
Ну, я в Максе, мне вообще без разницы. Ну да, это... Мне пофигу. Да. Следите за мной. Что вы у меня? Можете 1000 фотографий моей дочки посмотреть все. У меня нечего вообще не воровать, не скрывать, я не знаю. Да, ну в том-то это же самое основное, что кого надо, затем и будут следить. Конечно. Невозможно. И вот это вот тоже какие-то принципиальные позиции. Вот. Я видел, короче, Reels, как в какой-то сервис телефонов принесли, типа телефон для установки Макса, и они удаляли камеры, динамики. Короче, понял? Типа разбирали iPhone полностью, удалили все камеры, удалили все динамики. Вот. Чтобы установить и отдельно Макс. чтобы вот на этом телефоне у него был Макс, но вот без прослушки и там, я не знаю, слежки, там всякие GPS-маячки, вот эти вот, все удаляли, типа. Я думаю, блин, ну вы серьезно вообще? Moriarty пришел с телефоном. Да, и контент появляется, типа вот эти, непрослушиваемый телефон. Такой бред. Сейчас все прослушивают. Да. Все про... Ну вот даже, ты смотрел, да, вот это видео Moriarty, что вот про отследить же, да? Да, это же... Банковские карточки, вот это просто твои звонки телефонные, вот это все видно. Если вас надо найти, вас найдут. Ты слышал уже, триангуляция, да, вот что у тебя по сотовым вышкам тебя всегда могут Да. По камерам сейчас вот камеры. Камеры вообще тем более. Везде камеры. Ты даже в подъезд заходишь, у тебя камера уже снимает. Да. Не знаю, это не хорошо, не плохо, это вот такая реальность. Ну да, и смысл вот против нее что-то пытаться. Только в тайгу уезжать. Выделываться, что ты Макс не установил. Ну и не молодец, но не установил и не установил. Как тебе это поможет, не знаю. Ну да, и вот я же тебе говорю, что тебе неудобно, что тебя напрягли, что ты паниковал, нервничал. Хотя это просто какая-то принципиально, мне в целом... Скинь и получи и удали. Наверное, кстати, ну вот в обычной ситуации, если... Ну не, я бы вот все равно, уже, наверное, все равно скачал бы VPN. Наверное, Telegram не так важен для меня, но вот YouTube... Серьезно? Тебе больше YouTube важен? YouTube, да, вот как бы... Серьезно, ты прям ставишь его выше Телеграма? Нет, просто интересно, что... Я даже не знаю, что бы я поставил. Блин, ну, не знаю. Но оно, наверное, вот на одном уровне. Ну да. Но я к тому, что если бы там мне бы сказали, выбери что-то одно, наверное, я бы выбрал YouTube. Что там же это, да? Ты меня познакомил, да, что там есть сообщения. Это вообще, это тоже странно, что получилось. Они сами, видно, начинают продвигать, что потихонечку. Вот, наверное, я бы, да, YouTube выбрал. И все, и пофигу мне вообще на этот Telegram. Интересно. Да не, по сути, достаточно... Это даже цифровой детокс с помощью СМС, да, что ты только по делу пишешь. Хотя и там тоже можно срать. Когда у тебя безлимит СМС, ты можешь сколько угодно. Да везде можно срать. Да, можно позвонить. Ну что там, как там с деньгами? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду.